Мы сегодня ездили по нашему району, где снимаем временное жилье. Искали на длительный срок жилье. В итоге поездили, ничего толком не нашли. Вообще ничего не. Решили поотвечать на ваши вопросы. Сегодня поступили вопросы. Во-первых, как по ценам на авто по сравнению с РФ? Давай, Алексей, расскажи, какие тут цены. Цены здесь дешевле. Во-первых, почем мы купили? Вот 2 миллиона 900 у нас вышло в песах. В долларах у нас вышло 7 800. 7800. А если на русские рубли, то 572. Вообще посмотрели 7 штук, около 7. Смотрели мы сразу же Суранов. Да, мы сразу смотрели Суранов. А вообще тут самые ходовые это Volkswagen, Fiat, Chevrolet. Ну, Chevrolet прямо они вообще любят. Вот, и Fiat. Fiat здесь делают, получается, в Кордобе у них есть этот завод. Как бы Fiat мы сначала посмотрели, потом что-то подумали. В общем, это... Нам нужна была семейная большая машина. Да, там семейная большая, это только этот Fiat Weekend. Мы что смотрели, думали, в общем, не знаю, не устроил. Не понравился нам, в общем, он как. И внешне, грубо говоря, мы на внешность смотрели, как бы, и чтобы он вместительный был, он не понравился какой-то, никакой, короче. Вот это, можете забить, кстати, в интернете посмотреть, Fiat Weekend. Угу. Ну, машины у них убитые, блин, это вообще... Давай дальше. Вот мы выбрали, получается, мы сначала рассматривали одну машину, вторую, третью. Да. В итоге потом определились на Volkswagen Surane и начали писать в объявлении. Зарегистрировались на... Mercado de Libre. Да, Mercado de Libre зарегистрировались. Это тот же самый аналог Авито. Да, вот. Только здесь просто так не зарегистрируешься. Там вообще, ну... Требуют дни. Дни это как типа паспорта у аргентинца. Да. Вот. Требуют дни, вот эти вот циферки. Леша пытался с айфона зарегистрироваться, у него не получилось. В итоге я зарегистрировалась легко, причем с Samsung. У меня не потребовало никакие дни. Но пока я там спамила, и пока я отправляла кучу сообщений людям, у меня Mercado de Libre, он у меня потребовал удостоверение мое. Но, естественно, я ему ничего показать не смогла. Мы зарегистрировались со второго Samsung. Вот. А еще вариант зарегистрироваться, просто ввести цифры своего паспорта, ну, обычного нашего паспорта, только там цифру не доводишь одну. Также регистрируют. Ну вот, зарегистрировались мы, получается, на этой платформе и начали смотреть машины. Давай, рассказывай. Первая машина какая у нас была? Первая машина, в общем, у нас была, мы там вообще пришли, по фотографиям прям вообще все там хорошо, все классно. По описанию классно. Да, мы приехали, в общем, мы там ехали, наверное, не знаю сколько, 40 минут, час, наверное, до этой машины поехали. Вот, приехали, там старичок, он говорит, давайте возле СТО. Ну, давай мы как бы так без задней мысли. Возле СТО, так возле СТО. Мы приехали раньше, ну и решили погулять. Да, решили погулять. И мы сразу Volkswagen там один заметили. Мы думали, он, не он. Мы как бы думали, если бы он был бы на месте, он бы, наверное, написал нам, что он на месте. Все, мы ушли в другую сторону. Пока ходили, пока гуляли. Написали ему, ну, якобы, ты где? Он говорит, я на месте, типа, стою. И сфоткал машину. Он сфотографировал машину, говорит, я на месте. Да, я на месте, говорит. А мы сразу уже поняли, что когда мы уже приехали, она там стояла. В общем, мы так подумали, что он пошел на СТО и договорился. А он оттуда и вышел? Да, он оттуда и вышел. Вот, посмотрели, что у нее зад крученный, ну, этот багажник крученный, она вся поведенная. А по фотографии прям, ну, хорошая была. Щели, да. Потом внутри вся в воде. Ага, Леша задирает коврики, а там просто вода. Вот прям нажимаю, вот так вот, как бывает же. Лужа, прям лужа. Да, лужа. И причем и спереди, и сзади, и везде.
Он говорит, так это же от кондиционера. Ну, блин, даже если это конденсат от кондиционера, так почему он бежит в салон-то, а не наружу? Вот. Леша там проверил ее, говорит, нет, тут смотреть не о чем. Почем она? 2 с чем-то, Ксюша? Мы за 2 не дошли. За 2 300, что ли, вроде бы. Ну, 2 миллиона. Да. 2 миллиона. МТС. Да. Это что получается? 2 миллиона 300 песо, так? Да. Вот она была за 2 миллиона 300 песо. Дальше у нас. Даже можем, да? Я тут со стабилизатором воюю. Мы решили сегодня испробовать стабилизатор. Дальше, вторая у нас какая машина была? Вторая, мы пришли, она такая, вроде более-менее нормально. Ну там я в двигатель посмотрел, как бы, ну, по двигателю, да и вообще по подушке. Получается, я вообще, внимание, сначала я с кузова начал. Я дилетант, если честно, я в этом деле дилетант. Ну, в плане там подбирать машину, там что-то, как-то. Вот, ну элементарно, я не знаю, там кузов смотреть надо. Я не знаю, пороги, болты, потом масло. Ну, такое, самое элементарное, в общем, грубо говоря. Оригинальные стекла ты смотрел. Да, Это да, сейчас да. просто он сейчас все не упомнит. Стекла на оригинальность смотрел. Потом болты все смотрел на оригинальность, чтобы не были скручены. Естественно, щели вот эти вот все. Подушка, она обычно, подушка, когда стреляет, то заломы появляются. Тоже заломы эти он смотрел. Потом еще на что мы обращали внимание. Здесь машины, они все равно коцаны. Здесь машины коцаны. Где-то до царапинка есть. Здесь нету прям таких, особенно в Буэнос-Айресе, коцаны или помят, или Да, поцарапаны. но мы, опять же, мы не в Буэнос-Айресе смотрели, мы смотрели в провинции. В провинции, но они же в любом случае в Буэнос-Айрес ездят, у них же тоже такой же этот поток машин. Я тебе про это говорю. Там даже в провинции, даже здесь они машины убитые. Вот. А приехала машина прям, у нее прям идеальный бампер, идеальный такой, как будто только покрашенный зад. Вот. Хотя Леша посмотрел, там с одной стороны щель больше, чем с другой стороны. Это как он называется? На бампере. На багажнике. На багажнике, да. На багажнике. Вот. Третью машину мы у семьи смотрели. Расскажи про эту третью машину. Третья у семьи смотрели. Она вроде неплохая, все как бы и едет. И он говорит, и мы в отпуск ездили, и туда, и сюда. В общем, ну как бы по рассказам там все нормально. Мне она понравилась. Да, Ксюше она понравилась. Мне, там левая сторона была битая, и правая сторона была покрашена, такая прям апельсиновая корка. Ну видно, в общем, что это, что краска. Но они не скрывали. Вот, но они не скрывали, да, по двигателю посмотрел. У них еще когда мы смотрели низ, у них низ масло бежало. Мне вот это вот не сильно понравилось, что масляная была поддон весь. Угу. Защита, в общем. Защита у машины, под машиной, которая защита, она была в масле. Мне вот это, как бы там масло вроде такое засохшее, но что-то как-то сильно жирно мне показалось. Ну, свежие следы, в общем, грубо говоря. И также они сказали, что это один хозяин. У всех у этих машин, которых мы смотрели, один хозяин. Первый вот этот мужик, который старичок приехал, якобы он даже кресло детское засунул специально. Якобы его племяннице машины она продает. Вот. А он так ей только помогает. И тут же мне показал, пока Леша смотрел машину, давай показывать фотки, хвастаться. А у него свой гараж, и он там ремонтирует машины классические, классику. Ну, естественно, он где классику отремонтирует, там и эту подшаманит. Про эту расскажи. Ну что, приехали, говорю, ну там масло мне и то, что побитое, не понравилось. Это про у которых у семьи мы смотрели. Да, у семьи. Ну что, она понравилась, она вроде все бодро как бы едет, все нормально. Там... По маслу посмотрел.
И, как сказать, там масло вроде все мененное, как бы, ну такая. Там мне понравилось, потому что она... Следили за ней, короче. Следили, да. И по годам она на год, наверное, постарше этой была, на год постарше этой. Но там больше всяких этих там датчиков, стеклоподъемников. В Ну, общем, эти... всяких прибамбас. Выкрутасов, да, которые мне нравятся. Ну, я как-то на выкрутасы не смотрел. Мне главное год пробег и машина, чтобы была свежая, И не пробег битая, там не скрученный коцанная. был. Вот. Пробег тут у всех скручен. Самое главное, ну не у всех, у нас, я думаю, что он не скручен. Уверен. Ну, пробег тут скручивают почти все. Да. Это у них прям как это. Она новая, все хорошо, да. Оп. Давай рассказывай ты про эту. Это у которой пробег... А, вот и они, типа, хозяева, мы, говорит, ездили туда-сюда, там, отдыхать, там. Типа, мы за ней следили, один хозяин, типа, 117 там пробег, что ли, у них был, или сколько, я уж не помню. И это... Меня там смущало продавленная, вот, где, получается, водительский газ, педаль газа, где водительская. Ой, а что, еще пассажирская есть? А вдруг запасной руль. Где педаль газа, у него прям там продавленная. И причем так хорошо продавленная. Вот. И там 117 или сколько они там говорили, там нету. Там и руль весь пошарпанный. Да, был. и руль весь пошарпанный. Ну нету там 117. У этой сколько пробег? У этой 125. Вот, у этой 125 пробег. Здесь руль выглядит на 125. Да. И все остальное выглядит на 125. Да. Даже резина, ту, которую он ни разу не менял, она выглядит на 125. Да, но он как бы так по чесноку-то все рассказал, как бы, ну, я считаю, что он все честно. Ну, видно, когда человек чуть-чуть это, как сказать, привирает или как там, ну, чуть-чуть обманывает, в общем. И этот, вот мы вот его, получается, хозяин, около машину взяли, он нам чеки предоставил, потом сервисную книжку предоставил. Ну, то есть, все как надо. И все ключи показал, и все рассказал. Все соответствует действительности, да. И вот ему вопросы задаешь, он ни на какой вопрос не менжуется. Все четко, как бы, ну, рассказывает, как по-нормальному, в общем. У него спрашивают, он конкретно отвечает. Вот это не начинается там. Это я не знаю, да это я не помню, там, да это не я делал. Он мне сразу сказал то-то, то-то, то-то. Я у него спросил там, когда тормозные диски не менял. Я, говорит, их вообще не менял. С 15-го года я сразу тормозные диски поменял. Но там на самом деле там уже... Там и развал схождения ты да, он, походу, не делал. Мы сразу развал схождения сделали, диски поменяли. Колодки, ну как бы обычные расходники. Ну, в итоге вот мы выбрали вот эту машину. Мы выбрали эту машину, начали договариваться, проверять хозяина, получается, на долги, налоги и так далее. Да, тут, кстати, надо это самое... Тут справка берется, в общем. Он должен взять. Да, он должен взять эту справку, предоставить, что она не в залоге, там, не в кредите, там, ну, так вот. Да, потом идем в... Куда мы идем? Куда мы идем? С пятачком. Потом мы куда идем? Потом, когда он получает, он сначала записывается. Для начала он записывается в регистр, берет справки о том, что машина не в залоге, о том, что у него она не в кредите, о том, что у нее штрафов, долгов и так далее. Дальше мы приезжаем в этот регистр, вот, и оформляем уже там машину, уже как бы на нас. И документы делаются эти, мы делали через нотариуса, и документы эти делаются 2 недели. У нас, короче, побольше полторы недели. 1,5 недели, да. У нас побольше времени заняло. Но можно было, короче, заказать у своих. Тут русские ребята занимаются автоподбором, в общем, это. И мы решили, что мы через это сами пройдем, в общем, да. Без какой-либо помощи. Я думаю, что... Все хорошо. Да, все хорошо. Сами с усами. Да. Сами с усами, точно.
машин больше смотрели. Ну, они очень ушатанные. Прям Вообще. в плане ушатанные. Просто приходишь, смотришь и уже уходишь. Даже машину толком не разглядываешь. Потому что на фотографии оно одно, а по факту совсем другое. Да. Вот. По поводу... Второй вопрос. По поводу знаков, правил. Есть ли разница? Да то же самое все. Сегодня спрашивали несколько раз, какое тут движение. То же самое, как у нас. Да. Все как в России. Да. Пока ничего не заметили. Ничего нового, да. Все то же самое. Просто тут получается, единственное, переходят на белый, а не на зеленый. Пешеходы переходят на белый цвет, да, а не на зеленый. Все, так все то же самое у водителей. Зеленый, желтый, красный. Помеха справа. Помеха справа. А круговой, кто он главный. В общем. Да. А тут кто вперед, тот и главный. Ну да. Тут такое, кстати, работает. Вот. Короче, все как в России. Было ли тебе тяжело? Сложно? Первый день, как бы чуть-чуть я как заминжевался, а потом нормально, спокойно. Первый день страшно было, когда мы только-только машину забрали и выезжали, получается, из провинции в Буэнос-Айрес. Вот. Было как-то страшновато. Но не страшнее, когда ты первый раз получил права, и мы с Богдановича забирали 11-ю, да, ночью. Ну да. Тогда, мне кажется, было страшнее. Я не знаю, мне этот раз страшно тоже не было. Да ну! Мне было. Знаки тут. Ну вот мы еще пока, конечно, со знаками не разобрались. Ну, они, в принципе, все одинаковые. Я не скажу, что прям, ну как не одинаковые они. Ну, да, Интуитивно понятно. да, интуитивно понятно все. Вот. Если, конечно, он будет сдавать тут на права, он будет тут сдавать на права. Да, и, кстати, кто собирается сюда переезжать, не забудьте заказать международные права. Они делаются один день. Где они заказываются? Они заказываются на госуслугах. Оплачивается госпошлина. Да, и потом вас вызывает ваш ГИБДД. Ну, в каком вы районе там Приходите туда с фотографией. Да, с фотографией 3×4, со своими правами. И, пожалуйста, Да. есть права международные. А делаются они там, ну, я не знаю, мне 10 минут делали. А для чего они нужны? В общем, в Аргентине есть два вида прав. В Аргентине есть два вида прав. Да, есть новичок, а новичку нельзя выезжать на трассу, в общем, там вроде в течение 2 лет. В общем, как-то так. Вот, и когда, допустим, если ты приедешь со своим пластиком, с российским пластиком, И здесь пересдашь? и здесь пересдашь, у тебя все равно будут права новичок. Если ты приедешь с пластиковыми правами и с международными, у тебя сразу будут нормальные права. И здесь пересдашь. Да. Сейчас там мы в течение 3 месяцев, потом там еще 3 месяцев мы можем ездить с этими правами, да, Да, и с международными. да. А когда мы уже будем легализоваться и получать дни, то нам надо будет, ну не нам, Леше надо будет сдать на права, да, на местные. Да. Вот. И тогда, получается, ему понадобятся вот эти международные права. Ну вот я в чате читаю, они в основном, даже вот когда меня, помнишь, гаишник-то вчера остановил, международные права ему вообще не понадобились. Да. Он взял мой пластик, ему надо было мой CDI. Вот, типа, И документы прошлого хозяина. да, Все. да. И больше никаких вопросов не возникло. По правилам, по знакам мы ответили. Да. Все то же самое. Да. По знакам, вот ну, сейчас вот проедем какой-нибудь знак. Вот мы не знаем, что это за знак. Ну и как бы он нам и не нужен, потому что здесь, ну, Ламада. Ламада, ну это, наверное, лежачий полицейский. я Да, думаю. Ламада это лежачий полицейский. Вот мы через него перепрыгнули. Дальше опять Ламада. Опять ламада, еще одна. Кирпич красный, Да. как и везде. Пешеходы такие же. Тут знаков-то толком-то и нету. Тут я говорю, вот даже вот односторонки. Тут
редко где стрелочки нарисованы, что это односторонка. Догадывайся сам. Догадывайся по тому, как, в каком направлении стоят машины. Вот мы сегодня выехали на односторонку, смотрим, хопа, машины все вот в эту сторону. Получается, все понятно, что это односторонка. Узкая дорога, машины в одну сторону, разворачиваешься, уезжаешь. Это привыкал, вот я сел за руль, привыкал, буквально, я не знаю, там прокатились один раз туда-сюда, все, и уже нормально. Я, конечно, иногда трою тут бывает. Ну, вот стрелочка. Тын-тын. Да. Иногда трою бывает, что здесь, как бы, ну это, с непривычки, наверное. Ну, тебе больше тебе в Воронеже, мне кажется, сигналили, чем здесь. Да. Хотя здесь любят сигналить вообще, вот им дай посигналить. Просто так посигналить. Так, все ли понятно, были ли сложности? Все ли понятно, были ли сложности? Да все понятно. Мне кажется, тут просто чуть-чуть поездить и все понятно становится. Сложного ничего нет. Вот Е зачеркнуто, это значит парковаться нельзя. Е, если просто Е, то парковаться можно. Так, и про международные права спрашивали. Тоже, ну, Леша уже ответил про международные права. Все как бы все. Задавайте вопросы. Пишите комментарии, ставьте лайки. Да, пишите комментарии. Чем больше вопросов вы зададите, тем больше мы будем знать, на что нужно отвечать.